И всем привет, с вами Матвей. Сегодня это мое, первое видео. Сегодня я буду записывать мод Create, как построить поезд в Майнкрафте. Для начала я вам сделаю маленький обзор, в какой я нахожусь деревне. У меня в деревне почему-то очень сильно популярно заниматься этим. Не знаю почему. И я покажу вам свой первый дом. В моем доме снизу можно почитать книги. Вот даже Житий читает. Да, Житий? Ну, Житий не умеет разговаривать, конечно же. Так, вот тут я сплю. А сверху это моя пушка. Она защищает весь город. То есть деревню. Конечно, выглядит, странно, она чуть-чуть маленькая, но рабочая. Я вам в следующем видео тоже покажу, как построить такую пушечку. Это мое первое видео. На своем канале я буду выпускать Pippa Playground, Minecraft, Teardown, Garry's Mod и даже, возможно, VR реальность. Я надеюсь, все хорошо пойдет. Вон, кстати, поезда. Начнем создавать первый поезд. Вот моя станция. Я вам покажу, как работают светофоры, как построить станцию и как поезд. Давайте построим наш поезд где-нибудь вот тут, вокруг остальных всех поездов. Так. Смотрите, чтобы построить поезд, нам пригодится блок из Create. У нас появились новые блоки. Чтобы рельсы, вот, железные пути, мы ставим один блок, но вы думаете, что это все вот так. Если вы нажмете правой кнопкой мыши по рельсе, вы можете сделать вперед линию, даже есть ограничения, вот, вы можете поставить направо, вот такой, как угодно. Пока давайте сделаем вот такую прямые пути. Сделаем типа железную дорогу. Давай. Так. Это сюда. Короче, как сделать наш все-таки поезд? Для начала, чтобы сделать наш поезд, мы должны сделать хоть какую-нибудь станцию. Станцию просто вы как угодно делайте. Это уже вы решаете. Так. Если что, если вы как-то неправильно с рельсами сделали, как-то не получается, вы нажимаете Shift и нажимаете правую кнопку мыши, и у вас отбрасывается вот эта линия. Все. Теперь, как сделать железную дорогу? То есть наш поезд. Сделаем какую-нибудь любую станцию. Кстати, вот наш первый самый поезд, это грузовой. Он перевозит танки и лаву. Светофоры даже работают у него. Так, теперь, как создать поезд? Мы берем железные станции. Железнодорожные станции. Если вы не можете понять, вы просто нажимаете на английскую C, то есть на русскую C, и он вам покажет. Теперь мы подходим, ставим вот сюда и ставим эту станцию. Потом кстати, вот еще второй мой поезд. Третий поезд очень долго едет, так что мы нажимаем создать новый поезд. Теперь надо выйти, и у нас появляются вот такие, склеенные блоки. Вы можете от него поставить блок. Вот. Теперь и не надо, все вот так склеивать, все вот эти вагоны. Надо их, от друг друга отставлять подальше, а то иначе у вас вылезет ошибочка, скажет, что типа много вагонов на одном вагоне, да. Потому что это все будет прицеплено. То есть несколько тележек будет. Так, вот, например, у нас первый поезд. Вы его делаете себе на вкус, как угодно. Но я вам сделаю такой маленький поезд, легкий.
Ну, хоть какой-нибудь такой. Все, сюда ставим блок. И сюда блок. Потом, если вы хотите его сделать вагон, да, вы две тележки можете поставить на один поезд. Вот 2 тележки ровно только можно. Например, вы создаете поезд с 2 тележками, а хотите еще добавить 3. Но вам скажет ошибка, что очень много тележек в одном вагоне. Из-за этого вам придется все переделывать. Так что вы отступаете целых 2 блока. Ну, даже можете один вот это отступить. Даже, конечно, можете здесь заспавить. Просто не вот так не соединяйте. А вот так держите. Когда вы создадите пояс, вот тут у нас появится цепь. И, например, вот тут перевозят какую-нибудь цистерну. Да. Цистерну тоже можно любую, это как угодно. Ну вот такая цистерна. Я не знаю, конечно, как она работает на поездах. Напишите в комментариях. Так, теперь мы берем нашу цистерночку вот эту. Жидкостный бак. И вот так выкладываем. На вот сколько угодно блоков. И у вас получается типа вот такой поезд. И чтобы у вас все работало или перекачивалось, либо закачивалось, вы должны сделать вот тоже дополнительную цистерну. И, например, вот тут тоже сделаем станцию для поезда со соседней цистерной. Тоже создаем станцию. Кстати, еще можно назвать название станции сверху. Назовем станцию как угодно, например, Про. А со станции будет выезжать наш поезд, например, Ну, надо сначала создать тогда поезд. Поезд создается как угодно, вот. Но, чтобы поезд создался, чтобы вы не улетали, пригодится 2 блока. Но один блок не обязательно, но вот это обязательно. Вот, кстати, наш тот самый белый поезд, двухэтажный. Он у нас электрический, потому что спереди у нас управляет попугай, а сзади пчела. И он очень быстро едет. Ну, возможно, и как угодно не отличается. И сейчас, похоже, у нас светофор будет сработает, либо что-то забагается. И мы видим, что он остановился, а поезд тот дальше едет. Все. Вот как работает наш светофор. Но я вам покажу даже, как построить светофор. Так что еще не переключайтесь. Теперь добавляем вот сюда важный блок. Блок будет называться... Сейчас я его вам найду. Так, вот он. Портативный жидкостный интерфейс. Мы его ставим вот сюда. И все, типа вот отсюда будет идти жидкость. Вот сюда, либо отсюда сюда. И вот сюда тоже его ставим. Ну, не сюда. Для начала мы должны использовать такой же механизм, как и здесь. Нам надо взять вот этот блок, но мы попозже это сделаем, потому что пока что мы сейчас будем строить сам поезд. Я буду еще менять погоду, чтобы вам было повиннее все. Так, сюда это важный блок. Это контролер поезда, вы его ставите. Если вас что-то путает и вы не видите здесь рычагов, вы должны создать поезд, и они тогда появятся. Ну, если вы создаете быстрее, вы будете вот так улетать назад. Чтобы этого не происходило, вы должны взять красное сиденье. Ну, то есть любое сиденье, возьмите. Вам на вкус. Двери тоже можно ими пользоваться. Вот сюда как-то, как угодно, куда угодно ставите. Вот так, типа вот так. Здесь так, так. Вот погода у меня все время что-то портится, я не понимаю почему. И вот, например, вы сделали типа такой какой-то себе локомотив на вкус. Так, надо, чтобы они хоть в одинаковую сторону поворачивались.
Все. И вот тут, например, давайте сделаем первое окно нашему локомотиву. Например, если вы хотите, чтобы у вас они были такие, но не знаю, конечно. Так, давайте сначала заспавню вот такие стекла. Я все время так делаю. Вот тут ставлю это, чтобы было поудобнее. Так, так и так. Все, у нас получается вот такие вагоны. Вот, ну, поезд, конечно, так себе, если, да, вы посмотрите. Можете даже его оценить, но я вам потом построю нормальный поезд. Оцените пока вот такой начальный. В комментариях напишите. Теперь мы к нашему поезду. Крыша может быть к вам тоже на вкус. Это какая разница, все. Вы можете добавить к крыше, например, люк. Потому что здесь тоже добавляется у нас вот такой люк поезда. Он будет тоже открываться. Ну вот, типа мы создали какой-то вот такой поезд. Он довольно красивый. Теперь, чтобы он поехал, мы должны для начала не сразу же доживать и создавать поезд. У нас есть кое-что, то, что очень важно для поезда. Это склеить его, чтобы все блоки смогли кататься с рельс, с вот этими шпальчиками. Так что суперклей берем и начинаем склеивать весь этот поезд. Я не знаю, я просто все время каждый раз вот так склеиваю даже внутри, чтобы все было склеено. Так. Первый вагон сделали. Второй вагон хоть вот так сделаем. Все. Вот, мы уже создали наш поезд. Можем сюда добавить это. И теперь мы нажимаем «Собрать поезд». И у нас получается 2 вагона. И теперь, видите, у нас открылись дверцы. Мы начинаем наше путешествие. Мы залазим в поезд, сюда, и у нас, видите, появились рычажки. Сначала мы на правую кнопку нажимаем на рычажки. У нас появляется это. Чтобы убрались эти рычажки, Shift нажимаем, а потом встаем. У меня, конечно, выйти... ну выйти будет тоже легко. Короче, как поехать? Вы нажимаете на C и уже едете. Можете еще ту добавить. И видите, когда вы зажимаете пробел, вот видите, я зажала пробел, и вот тут стация спереди. И у меня показывает все, я остановился на этой станции. И мне пишется «Прибыл на ПРО». Потом я отправляюсь вперед, зажимаю пробел, и спереди есть еще одна станция. И я тоже останавливаюсь. Теперь, если когда вы хотите... Кстати, вот я не зря люк сюда добавил, чтобы вот так выйти. Так, вы хотите создать тоже вот тут название станции, я назову ее тогда Дом, блин, не так написал. Дом. Все. Вот наш домик. Теперь мы берем наш вот такой блок и берем трубу. Ну и, конечно же, вот этот портативный, вот этот жидкостный. И подносим прямо под эту вот. И ставим вот так блок. И теперь они склеиваются. Чисто ровно, если не получается, вы должны отъехать назад. И на паузе опять приехать. Опять через люк выходим. Все, вот тут у нас красные, и они полностью точно соединились. Как вы будете решать, в какую сторону должно все это лить? Теперь мы берем, вы должны сначала хоть завести,
От любого, а теперь это зависит от в какую сторону крутит. Если вы поставите вперед, будете крутить колесико мыши, то тогда будет увеличиться. Если назад колесико мыши, то будет тогда уменьшаться и у вас назад потекет. Но нам надо, например, вперед. На 16-ю скорость. Это уже вы решаете. Ну, чтобы видео чуть сильно долгим не было, я его на 20 поставлю. Так, всегда совсем. Ну, это видео нормально. Теперь мы, например, добавляем сюда жидкость. Любую, которую вам на вкус. Воду, лаву. Ну и даже из модов. Вот, например, мы добавили сколько-то жидкости. И теперь давайте посмотрим. Получится... Во, видите, текет. Давайте смотреть. И это все воссоединено. И у нас добавляется лава. Потом, когда вы отправляетесь дальше, оно отключается, и лава остается в том вагоне. Все, когда у вас лава остается в том вагоне, вы можете добавить сюда все то же самое, как я сделал здесь. Вот, трубу, все это. Так. Все, вот так сделали. И, например, то же самое делаем, только не выкачивать, а всасывать. То есть, если у вас вот так вкачивать, то вы просто отматываете колесико мыши назад, и лава начинает течь сюда. Это очень прикольно. Даже вы сможете не только... Это еще не конец, короче, видео. Я вам скажу, как можно сделать так, чтобы животные управляли вашим поездом. Короче, вы можете отправляться на свою базу и находить прирученных, неприрученных животных, брать их на поводок и пытаться посадить сюда, короче. Давайте вот тут остановимся. Все, едем. Так, почему это у меня так? Хорошо. Начинаем. Так, теперь мы берем, можем, конечно, разобрать еще поезд, если что-то случилось. Но он должен, чтобы разобрать поезд, флаг должен быть поднят. И ставим хоть сюда, например, вот такую лестницу. Берем любую, например, попугай какой-нибудь. Это как угодно. Я попугая все время ставлю. Сейчас давайте будет какая-то пчела. Вот, села пчела. Ты, пчела, лети. Живи своим выходом. Так. Вот, например, пчела у нас сидит здесь. Теперь, как вы считаете, как ее заставить, чтобы она поехала? Если даже вы включите, она никуда не поедет. Давайте, если даже я сейчас нажму собрать поезд, то она будет стоять на месте и что никуда не поедет. Чтобы все поехало, нам надо взять расписание поезда. Мы берем, нажимаем на расписание поезда и добавляем сюда. У меня здесь миллион станций, так что мы, например, добавляем дом и про. Мы добавляем те станции, до которых она может доехать. То есть, вот тут видите, вот сюда это дом, а это про. Все. Потом мы подходим к нашей пчеле и нажимаем на нее. И мы видим, что поезд начинает отправляться, и он целый, и он едет.
мы можем даже выйти. Вот, смотрите, теперь этот процесс изумительный, даже мне нравится. И даже она будет забирать куски лавы и отдавать сюда. Видите, отдает. Ну, короче, это и пока еще не все. Я вам, конечно, показал, как создать любой поезд. Но осталась еще одна вещь, которую я сегодня покажу. Это механическое табло. Это вам тоже может пригодиться. Например, вы представьте, что вы делаете... Еще можете использовать новый блок металлическая палка. То есть балка. И вот из нее вот так построить целую вот такую... Да. Он как раз таки там в то время приехал тот поезд. А теперь, как вы считаете, как это работает? Да, ну вы видите, что ее надо заводить. Теперь заводим хоть на любую ее скорость. Чтобы, вы можете, конечно, как угодно, но чтобы вы видели типа станции, какие станции, докуда будете ехать, вы можете поставить наковальню. Обычную майнкрафтовскую. И билку. Забираем билку. 2 раза кто-то побибикал там. А, это тут поезд. И, короче, нажимаем сюда, и, например, нам их нужно 2. И, например, на первой билке давайте напишем... Первая билка у нас называется, например, Про. Все, теперь это называется Про, а это дом. Все. Теперь... Можете сначала и нажимаете правой кнопкой мыши, у вас высвечиваются те станции, которые вы назначили. И, например, снизу Про. Вот. Да. И у нас получается так. Типа вы такие стоите и ждете своего поезда и видите, что тут типа пишет: вы сначала на дом, а потом едет Про. То есть вы такие ждете, и вы знаете, что там Про станция, и вы до нее доедете. Ну, сегодня первое мое видео очень было долгое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, всем пока. Следующее видео уже выйдет завтра. Пока.